За финансовую поддержку канала огромное спасибо Ананасику, Аргосу, Антону Соколову, Зуроджеру и Шаману. Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. Сага о Винланде. Аниме, которое вызвало у меня больший спектр эмоций, чем любой другой проект за последние 5 лет. В данном произведении затронуты темы, не соответствующие жанру японской мультипликации. Оно серьезное, продуманное, осмысленное, в отличие от 90% других аниме, рассчитанных на подростков 16 лет. Но сегодня речь не о них, а о конкретном персонаже, внутренний конфликт которого разносторонний, задевает тему любви, понимания сути истинного воина, подвязан к христианству 11 века, вере в Бога, презрении к нему и, конечно же, эволюции, которая выливается в войны. Даже с учетом полного понимания любви, не как предрассудка, а как феномена, связывающего не только все живое, но и мертвое, ибо смерть в данном случае последняя стадия любви, но обо всем по порядку. Кнут. Младший сын Свена, короля Дании, завоевавшего большую часть Англии и Уэльса, рожденный в июле 996 года. С самого рождения обделенный любовью своего отца из-за собственной слабости. Причина в том, что его здоровье было шатким. Физически слабый ребенок уходил на второй план на фоне первенца, принца Харальда. Отчего сам король Свен еще в юные годы сыновей отдал предпочтение старшему и передал самого Кнуда на воспитание Рагнару, который будет и вассалом юного принца и заменит ему отца, который в свою очередь поставил младшего сына в неудобное положение, отчего к нему закрепилась кличка «Запасной сын». Сам Кнут не мог расти при королевском дворе, который был полон политических схем, ибо был добрым и робким мальчиком. Единственное решение, которое он нашел – скрываться, быть тенью на стенах. Его воспитатель Рагнар, хоть у него и был приказ воспитать Кнуда как принца, проникся мальчиком и расценивал его как собственного сына и обыкновенное дитя, которое далеко от королевской участи, и это чувство жалости в Рагнаре при воспитании Кнуда выльется в христианство, которому в юные годы принц будет следовать и придерживаться, не сомневаясь в его истинности. Если абстрагироваться и подводить черту от общей информации, которую мы имеем, выходит неоднозначная картина. Я бы даже сказал плачебная. Рагнар, конечно же, желал Кнуду только хорошего и в полной мере не осознавал ошибку, которую совершает чрезмерной заботой и жалостью к судьбе будущего короля. Это буквально оковы, которые родитель способен повесить на своего воспитанника, обрекая того быть зависимым от себя. Кнут и без того рос без матери. Как именно он воспринимал это в детстве, увы, для нас является загадкой, ибо не показали сцен, связанных с его мамой и ее ролью по отношению к сыну. Поэтому логичнее рассмотреть два варианта. Ребенок при смерти родителя может расценивать потерю в первом случае как акт предательства, ибо это психология ребенка. Либо во втором случае он лишается мира, который у него есть, ибо посудите сами. Отец с детства в тебе не заинтересован. Матери, которая заменяла тебе семью, ты лишился в юном возрасте, отчего потерял целый мир, ибо для ребенка в детстве мать является целым миром, через которую он познает новое, а не отдельно его частью. Это уже отношение обратно, а именно родителя к ребенку. И при такой ситуации, понимая собственную ненужность, ты обретаешь человека, который заменяет тебе и отца, и мать, и наполняет твою еще не заполненную пустую сущность христианской верой. Картина крайне плачебная на самом деле, ибо как средство защиты она будет работать лишь до первой трещины в самом сосуде, которым и являлся Кнут, но об этом позже. С чем вызван характер Кнуда? С правильным в кавычках воспитанием от Рагнара? Нет, вовсе нет. Именно с отсутствием и отказом отца. Ибо именно настоящий отец создает ранговость сына, которая отвечает за стремление быть на виду, быть в центре внимания, то есть стимулирует акт доминации, чего и не было у Кнуда, отчего он на подсознательном уровне понимал свою слабость, прячась в собственном доме в статусе принца. Ибо он осознавал, что сильные могут задавить его или использовать, что и будет показано в подростковом возрасте, и кстати будет правдой. Вспоминаем, что и Аскелад, и Торкель, и король Свен, и даже Рагнар все использовали Кнуда в своих целях. Эта психологическая ловушка, намеренно созданная его отцом, прорабатывается из года в год. Опять-таки, воспитывая Кнуда как крестьянского сына, Рагнар научил его готовить себе еду самостоятельно. У юного принца получалось неплохо, и он решил отнести еду своему отцу, на что получил крайне негативную реакцию. Это момент гнобления спустя годы. В
вскрытие еще не зажившей раны. И вместо того, чтобы закалять своего воспитанника, Рагнар использует уже испытанную меру скрытия боли. То есть он не решает проблему, он оставляет ситуацию как есть, отвлекая Кнуда причинами. Твой отец Свен не любит рыбу, идет война, он занят, ему не до этого. И сам Кнут верит в это и более того находит подкрепление своего мнения и ран в христианстве. А именно в цитате: «Каждый отец любит своих детей, и не бывает иначе». Все эти мысли негативно стимулируются на контрасте с Рагнаром, на которого он переносит все позитивные черты и моменты, которые не смог получить от биологического отца, а именно: он добрый, он заботливый, он любит меня, он научит меня, он дал мне все, а ты нет. Иначе говоря, все подводные камни в Кнуде лежат именно во взаимодействии со своим биологическим отцом, которого он отторгает на протяжении половины манги и принимает во второй ее части, но до этого мы еще доберемся. Продолжим повествование ролика по сюжету с разбором сцен. В проработку детской травмы выступают дальнейшие действия. Желая тихо и естественно избавиться от собственного сына, король Свен решил отправить его на сражение с Торкелем, зная характер и военные заслуги второго. Вполне естественно было ожидать смерти наследника. Свену нужна была смерть, чтобы внутри государства не было распри двух партий. Это бы укрепило позиции старшего сына Харальда. Как позже скажет сам Кнут, это напоминает избавление от плохого плода, чтобы вырос один более лучший. Однако надежда Свена на избавление от сына во время битвы провалилась, и того просто взяли в плен. Отсюда и начинается наш рассказ. С вопроса Торкеля: кто сильнее, христианский бог или асы викингов? И молчание самого Кнуда. Стоит отметить, что на протяжении большей части времени сам принц молчит, он буквально на протяжении 17 лет ни с кем не разговаривал, кроме Рагнара. Сам же Яйцеголовый всегда работал автоответчиком, либо передавал слова, которые Кнут нашептывал ему на ухо. Так что в случае с ним он всегда считал своего пасынка бедным и всячески сжаливался над ним. Всю эту заботу можно выразить одним словом: кандалы. Теперь, что касается самого будущего короля. Первый показ лица. Длинные волосы, пухлые губы, сам образ больше напоминает Валькирию или же Диву. Но что интересно для нас во внешности помимо вышеперечисленного, это глаза. Взгляните в них, они абсолютно пусты. Не потому, что он Dead Inside и прочая лабуда, вовсе нет. Они прозрачны как стекло, прозрачны и пусты, потому что ничем не наполнены. В них нет ни стремлений, ни смысла. И это крайне интересный момент, потому что взгляд Кнуда останется таковым еще несколько десятков глав и наполнится как цветом, так и целью после темы, касающейся любви. А сейчас же Кнут ничего из себя не представляет. Он разочаровывает каждого, кто даже в теории предполагает, что он будущий король. Сам же принц считает в данном случае не ворона, а сокола, в ситуации, когда за ним ведется погоня. Мда, желая, чтобы Рагнар поймал птицу, низко летящую над ним. Его робость и боязливость прослеживались с самого начала, но первое подтверждение им было в простой просьбе Аскелада – изобразить ярость и свирепость для устрашения потенциального врага. В итоге тот просто спрятался за Рагнара, облившись потом. Это в очередной раз говорит нам о детской психологии и способе защиты Кнуда, на внешние реакции, связанные с некомфортным ощущением себя в социуме или пространстве. Он просто реагирует побегом, прячась за контрастную от отца личность, его воспитателя, который не понимает сути происходящего, исходя из дальнейшего диалога. Рагнар сетует на то, что Кнут слишком добрый и не любит бессмысленные сражения. Однако, как и сказал Аскелад, именно поэтому принц и должен выступить с речью, чтобы это самое сражение без смысла не началось. Но реакция няньки была одна и та же. Бедный, бедный Кнут, вы его не понимаете. В этой ситуации даже первоначальный Торфин, которому не было дела ни до чего кроме мести, подметил, каким жалким выглядит будущий король. Покрытый пеплом в свою очередь понял, что пора избавляться от опеки, не дающей будущему птенцу взлететь. В дополнение же к ситуации с Торфином будет выступать диалог. Для начала хочется определить причину его возникновения. Кнут и сын тролля являются ровесниками, это одна из причин, по которой 17-летний принц позволяет себе оценивать Торфина как равного. И вот только стимулируя этот момент у себя в голове, Кнут впервые заговорил, используя самого Торфина как медиума.
То есть он ответил и ему самому, и всем, кто шел рядом. Причина его молчания не только стеснение и боязнь, это в первую очередь статус, ибо он член королевской семьи, который находится вне территории своего государства. Это значит, что его слова имеют политический вес и, конечно же, последствия. Одним словом, он не боится, он осторожничает. Данная сцена показывает Кнуда уже с новой стороны, со стороны тактика. А оценка Торфина как равного себе — это не что иное, как попытка пробить скорлупу, в которой он живет замурованным. Однако ничего кроме тонкого троллинга от сына Торса он не получает. Как это часто бывает, за комичной сценой следует серьезное. Этот пример действительно верен. Он не включает в себя активное участие самого Кнуда, но показывает отношение Рагнара к нему, а также реакцию духовного наставника Кнуда или же монаха. Из-за сильного снегопада и вообще зимы нужно было место, где банда Аскелада могла бы остаться. Это была английская деревушка, в которую они и вломились. Монах, понимая, к чему все идет, попытался предупредить деревню о нападении, однако из-за вьюги его голос так и не услышали. Как вы понимаете, всех жителей деревни, а это более 60 человек, включая стариков, женщин и детей, зарезали в одной общей яме. С формулировкой «это для защиты принца». И этих слов хватило, чтобы ни сам Кнут не возник, ни тем более Рагнар. То есть его нянька уже неадекватно привязан к нему, настолько, что позволяет убивать десятки невинных жизней из-за призрачной угрозы безопасности Кнуда. Но на утро, как ни в чем не бывало, вся троица молилась за совершенные грехи. И как иронично, что первые слова сомнений высказал никто иной, как монах. Цитирую: «Отец Небесный, слышишь ли ты мои мольбы, Отче? Ты создал нас по образу и подобию своему, но ты не даровал нам своей силы. То, что нужно нам больше всего, тем Адам и был обделен. Отче, почему ты подвергаешь нас таким испытаниям? Если ты действительно равно любишь и праведных, и грешных, почему ты подвергаешь испытаниям нас, бессильных? Отец наш Небесный, ты хотя бы слышишь меня? Отче наш, я сомневаюсь, что ты любишь нас». Этот монолог вызвал бурную реакцию у Кнуда, настолько, что он впервые повысил голос. Его смущал сам факт, что в Господе кто-то сомневается. Он корил монаха за сомнение в любви Бога к созданиям своим и закончил одной фразой: «Каждый отец без сомнения любит своих сыновей», перенося сказанное уже на самого себя. Сцена достаточно многогранная. Это сомнения из-за недавней резни, и они не дают монаху покоя. Сам же Кнут не хочет принимать сложившуюся ситуацию из-за того, что видит в Рагнаре и в христианстве спасение. И если моральный постулат нарушится, то он потеряет и часть себя, которой дорожит на текущий момент, и, конечно же, убежище в лице няньки и веры. На самом деле в данной сцене показана еще и слабость веры в человеке, когда она сталкивается с реальностью и личными причинами. Ведь Кнут злится вовсе не из-за того, что монах сомневается в любви Бога к своим детям. Он все еще не хочет принимать того факта, что его собственный отец, король Свен, хочет его смерти. Отсюда и такой печальный вид с цитатой о любви каждого отца к своим сыновьям. Это в первую очередь личная причина, ведь если сейчас монах внушит ему мысль о том, что Бог не любит своих созданий, то иллюзия Рагнара о любви Свена к Кнуду тоже рассыпется, рухнет еще быстрее, что опустошит самого принца. И он понимает это. Рагнар же продолжает гнуть свою линию. Бедный, бедный мальчик. Пропустим сцену с готовкой еды от Кнуда и перейдем к основным событиям, метаморфозам и их причинам. Как это, наверное, несложно догадаться, катализатором взросления будет избавление от человека, который его замедлял – Рагнара. Инициатором всей пьесы, где он якобы умрет от копья английского воина, будет Аскелад. Так вот, осознание смерти человека, который был тебе отцом. Реакция Кнуда была обратной от Торфина. До него дошла суть произошедшего, но сам факт смерти перекрывал другую эмоциональную сетку, от чего принц сбился с ног. Вся эта ситуация была для него крайне неожиданной, ибо все произошло в кратчайшие сроки. И будто камнем сверху ложится тот факт, что нужно уезжать, оставив тело Рагнара, и одновременно лишиться чувства защиты, которое он ощущал на протяжении всего своего взросления. Детские крики горечи не нашли утешения у окружающих, напротив, Аскелад дал Кнуду пощечину, закрепляя мысль в голове: «Твоей няньки больше нет, он мертв».
и как бы ты его ни звал, ничего не изменится. Это будет ключевой момент, ведь развитие начинается не с нуля, как многие думают, оно начинается с минуса, внутренней фрустрации, катарсиса, депривации и банального лишения близкого человека. Именно в таком состоянии мы увидим первые шаги к становлению новым собой у Кнуда. Перенесемся немного дальше. Погоня за принцем и переворот повозки. Сам Кнуд в бессознательном состоянии, в этом кейсе для нас важен его полусон и дальнейший диалог с монахом, но обо всем по порядку. Начиная слышать звуки битвы через полусонное состояние, он не желал открывать глаза. Однако, услышав знакомый голос, подскочил, думая, что Рагнар жив, но это лишь на мгновение. Увидев его взгляд, он все осознал. Это был сон, прощание, которое показала Кнуду собственная психика. Точнее, это некая защитная вариация нервной системы. Сделать то, что не успел, сказать то, что не смог. Одним словом, эпилог. Но для зрителя это не что иное, как объяснение, ибо Рагнар признает свои ошибки как плохого инструктора или же воспитателя. Так и есть, он вышел хорошим отцом, пусть и с гиперопекой, но никудышным инструктором. Эта ситуация напоминает ту, если бы суррогатная мать, которая вначале подписала документы и согласилась на работу, в конце бы не хотела отдавать ребенка, считая его своим. Как бы жестоко ни звучало, Кнуд не его ребенок, а он ему тем более не отец, и он перешел рамки дозволенного. Если бы он хотел Кнуду добра и счастья, он бы не считал его собственностью, за которой нужен уход, а дал бы ему волю и навыки к самостоятельному выживанию, ибо сейчас сам Кнуд не верит, что он может выжить в одиночку. Вся эта сцена выливается в слезы принца, что он хотел бы быть не сыном короля, а сыном Рагнара. Кнуд показывает свою чистую, невинную детскую душу на тот момент, и это последний раз, когда мы видим эту человеческую слабость, ибо впервые Яйцеголовый скажет по-настоящему нужные слова. Некоторые вещи можно понять, только потеряв их. Прощание завершилось, дух Рагнара исчез. Сам же Кнуд проснулся и рассказал сон, который видел, высказывая мысль, что это последний человек на всей земле, который любил его. Понимание этого великая вещь, но выглядит она из уст принца крайне жалко. С этой точки и начинается один из важнейших диалогов всей саги и нашего текущего ролика. И задевает он тему любви. Что такое любовь? И были ли любовью те чувства, которые испытывал Рагнар? Открывая данную тему, следующая глава встречает нас с символизмом, с райского яблока, за которым тянется человеческая рука. Кнуд переспросил о вопросе монаха, задав уточняющий, сопутствующий вопрос. Если Рагнар не знал, что такое любовь, где найти того, кто должным образом ее воплощает? Ответ был метафоричен. Любовь повсюду, и в смерти ты становишься ее частью, перестаешь ненавидеть, убивать и красть. Ты обеспечиваешь животных и насекомых едой, насыщаешься ветрами и дождем, а далее уже сам насыщаешь землю. Смерть завершает тебя. Смерть – истинная природа любви. С той поправкой, что смерть в данном случае выступает не как побуждение к насилию, а рассматривается как естественный фактор. Процесс, свойственный нам, людям. Часть пути, конечная его точка. Кнуд не сразу понял смысл этих слов, ведь что же тогда любовь родителя к ребенку, мужа и жены друг к другу, чувства Рагнара к нему? Как можно их назвать? Это предрассудки, которые не сильно отличаются от повиновения. Вассал стоит на коленях перед королем, а потом бьет своего раба. Такая же последовательность. Давайте я расскажу эту точку зрения более простым языком для обычного человека. Какую мысль нам желает донести автор? О каких предрассудках он говорит? Все достаточно просто. Что есть предрассудок? Это суждение, усвоенное не критически, без размышления. Оно идеально подходит к описанию родителя и ребенка, ведь зачастую мать, например, любит ребенка, который еще не родился из-за собственных предрассудков. Муж любит свою жену и испытывал к ней влечение из-за скачущего тестостерона, множества социальных обстоятельств и опять-таки предрассудков. То же касается и Рагнара. Он рассматривал Кнуда, конечно же, непроизвольно, как собственную вещь, в которую может вливать свои чувства. Кнуд нужен был ему ничуть не меньше, чем он ему. Нам не говорят о детях Рагнара, о его жене, он изначально был одиноким человеком, и резкое появление дитя, которое можно воспитать, пусть и не затевая плохого, и есть то, что отсылает нас к сказанному монахам. Предрассудки, которые доходят до крайности, отсюда и казнь более 60 человек, то есть целой деревни из-за опасений в сторону безопасности своего пасынка. Это не любовь, это эгоизм, сформированный иррационально. Небольшая ошибка саги заключается в том, что такую двойственную мысль нам преподносят в сжатые сроки и не показывают непонимания со стороны Кнуда.
он тут же улавливает ее, в то время как рядовой зритель сидит, не понимая сути. Снег – это любовь. Небо, земля, вода, ветер, горы, деревья – все это любовь. Стоит понимать, что в данном высказывании и вообще всей теме, которая задевает любовь, мы не видим четкой причины, откуда это пошло. Для себя я выделил несколько направлений, которые автор манги слегка видоизменил для наглядного примера нам, читателям. Начать стоит с пантеизма. Это философское учение, объединяющее божество или бога и мир. Понять суть всего учения можно одной лишь фразой Джордано Бруно. Природа есть не что иное, как Бог в вещах. Порожденное и порождающее, и то, из чего происходит порождение, всегда принадлежат к одной и той же субстанции. С тем отличием, что Бог здесь заменен на любовь. Вторые мотивы также связаны с христианством и Богом. Отсылки к этому можно искать в ипостасном соединении, которое зародилось в 376 и 444 годах. Третий, основной мотив, более вероятный от самого автора манги, связан с дзен-буддизмом, а в частности с принципом единства и единородства человека в мире и в дзене. В частности, концепцию истинного воина и его поведения можно включить анату, то есть отказ от собственного «я» в том же буддизме, что крайне логично и лаконично вписывается и в саму сагу на примере отца Торфина Торса. Иными словами, сама идея симбиоза любви как проявление природы в совокупе с человеческой смертью, которая в дальнейшем участвует в первичных процессах бытия, зародилась из трех вышеперечисленных пунктов. Это невероятный микс, увы, затронутый слишком мельком и быстро, и я уверен, вы, как и я, впервые пропустили его при просмотре. Все это в голове Кнуда меняется новыми вопросами. Почему, если созданное Богом так прекрасно, то человек во всем этом и человеческие сердца лишены любви? И он получил ответ. Сорванное яблоко и изгнание из рая как наказание за согрешение против Бога. Иными словами, рай, что был потерян в обмен на знания. Рай, который является важнейшим для людей, есть то, что не получить им, пока они живы. И тем не менее, Бог говорит, что люди должны стремиться к раю. Это ли путь расплатиться за грехи? Родиться лишь для того, чтобы переживать испытания, которые не дадут душам искупления? И вся прелесть этих слов воплощается в его внешнем виде. Смотрите на его первое появление и сейчас. Это не просто два совершенно разных человека, это две разных сущности, два разных мира, которые абсолютно не похожи друг на друга. И снова смотрим в глаза. Теперь понимаете, о чем я говорил ранее? Кнуд, познавший смерть как часть любви, полностью избавился от страха перед ней, ибо в детстве был жертвой мысли о смерти, от этого и прятался. Принц, познавший концепцию единения с природой и, конечно же, любви, раскрывается полностью в своем новом недовольстве и в сопротивлении. Перед нами больше богоубийца от Ницше, нежели христианин. Он зол на Бога, который обрекает людей мечтать о рае. Он ненавидит его за то, что дал им такое стремление, ибо это стремление никогда не будет достигнуто человеческим родом. Это и есть мысли Кнуда, это и есть выводы из ситуации. И все это заключено в одну главу. Фундаментальная смысловая работа. Мотивация же уже не у принца, а у короля Кнуда соответствовала его недовольству. Он не желал больше просить что-либо у Господа. И если он лишил человека рая, Кнуд сам построит его здесь, на земле. С этого момента вы не увидите того юнца, который прячется за кем-либо. Перед нами человек, понимающий суть истинного воина, который не боится смерти, ибо понимает ее как часть чего-то большего. Возгласам монаха о чуде он не придал никакого значения, ибо вся окружающая его битва не имела никакого смысла. Кнуд получил амбиции короля, и теперь он наделял тем самым смыслом как жизнь, так и смерть, исполняя долг короля перед своими подчиненными. И это первый акт доминации. Готовьтесь, в дальнейшем он всегда будет показывать эту самую доминацию, усмиряя любого, кто неподобающе относится к будущему королю, высказывая свое мнение и приказы в самой жесткой, но справедливой форме. В диалоге с Торкелем, который мы услышим далее, мы видим в полной мере отказ Кнуда от помощи Господа. Он не отрицает его существование, но больше и не верует в него. Выражается это следующей фразой, которая для прошлого принца была бы дикостью, ибо давила на его детские травмы, спасения от которых он не нашел в Рагнаре и в христианстве. А именно: «Мой отец не питает во мне ни малейшей любви». Взгляните для сравнения на эти контрастные кадры.
В такую резкую метаморфозу действительно сложно поверить, особенно такому человеку, как Торкелю, ибо он услышал от Кнуда следующие слова, которые ему говорили многие: «Моя жизнь не важна». Эта фраза была красной тряпкой для быка, и Торкель решил проверить ее на наличие силы в каждом слове. И он точно убедился в этом, взглянув в глаза принца, размышляя над ними. Он не любит людей с таким взглядом, ибо не понимает их, сравнивая Кнуда с Торсом. Да, Чумба, Кнуд понимает все мировоззрение Торса лучше, чем кто-либо. Он знает и суть истинного воина и понимает, но не следует пути без меча. Он видит все происходящее как единую концепцию, его окружает любовь, но в сердцах людей этой самой любви нет. Он не сопротивлялся людскому, но борется с божественностью. И это не что иное, как метафизический бунт из психологии, но о нем мы поговорим в следующей ключевой для нас сцене, пропустив часть со Скеладом, ибо если тебе интересна синергия и взаимоотношения этих двоих, я оставлю для тебя подсказку сверху и ссылку на ролик в описании. Он не менее интересен, чем такой же по Кнуду и Торфину, заранее рекомендую ознакомиться. Теперь продолжаем. Кнуд принял свою текущую цель убить собственного отца. Все его дальнейшие чувства и решения связаны с актом возвышенности и волей короля, или же теперь высоким социальным рангом. Теперь же ключевой момент монолога Кнуда. Бог, должно быть, смотрит на нас сейчас, пока мы разговариваем. Я потерял наставника, а теперь отец и сын пытаются убить друг друга. Бог же видит и смотрит на все это сверху. Непростительно. Я создам рай, здесь, на земле, мирный и богатый, святую землю для живущих здесь. Я не смогу достичь этого во время своего правления, но первый шаг будет сделан мной. Бог, вероятно, оценит мои деяния и предложит мне место на небесах. И вот тогда я скажу ему: мне не нужно ни места сверху, ни твоего одобрения. Наш рай внизу, на земле. Мы вернем то, что отобрали у нас. Чтобы сделать это, я готов стать демоном. Это просто невероятнейший монолог, в нем и заключено все сакральное, вся суть и мотивация Кнуда. И если честно, все далее происходящее в первом сезоне абсолютно не важно. Во всем этом и выражается тот самый метафизический бунт. Сама эта идея стара как мир и встречается в любой мифологии и религии. И более того, даже в истории любого царя-убийцу можно подвязать, конечно же, к бунтарю, как к человеку, существующему до или после сакрального. Сам же воображаемый диалог Кнуда с Богом и дальнейший отказ от места на небесах показывают позицию принца как равного Богу и низводит высшее до жалкого, то есть человеческого. Он судит Творца за его бездействие, слепоту и немоту. Да, это святотатство, но метафизический бунт обязательно носит характер святотатства. Более подробно о данной теме вы сможете узнать, прочитав французского философа Альбера Камю. У него есть небольшое эссе, которое так и называется «Бунтующий человек», каким и является Кнуд. Ибо он идеальный пример, он не отрицает понятия любви и сути истинного воина, он просто не следует данной философии, полностью понимая ее. Подводя черту, я зачитаю вырезку Альбера, которая идеально вписывается в решение Кнуда идти путем насилия. Вдумайтесь, если Бог убивает и отрицает человека, то ничто не мешает человеку отрицать и убивать себе подобных, а его желание лечь костьми ради цели, вернуть то, что отобрали, и быть готовым лишиться своей человеческой сути и даже стать демоном, сможет натолкнуть вас на схожесть с Гриффитом из Берсерка. Но это, я надеюсь, разбирать не буду. Как я и сказал, это ключевые темы, которые мы должны были знать. Именно они сформировали принца и дали ему мышление короля. В дальнейшем стоит лишь напомнить менее важные моменты из сюжета. Первая встреча с отцом новой версии Кнуда. Даже с королем он судит с позиции более доминантной особи. Он смеет дерзить, говорить прямо, обвиняя короля в собственном убийстве, и язвить на слова о воле короны. И стоит отметить, если бы не Аскелад, то самого принца уже не было бы в живых, так что это первый раз, когда Кнуд поступил нелогично и чуть не поплатился за это. В дальнейшем он занимался тем, чем никогда бы не стал раньше. Плел заговоры, подставил невинную женщину, которая поплатилась жизнью за схожий с ним образ, и, конечно же, завладел короной, убив собственного отца руками Аскелада. Это и есть новый король. Король Кнуд, который прокладывает себе путь к раю через насилие и придерживается следующей концепции: «Убей сотню, спаси тысячи». После смерти Свена Этельред объявил себя королем и не желал уступать Кнуду, отчего вся страна погрузилась в хаос.
Мерсия, некогда жемчужина Англии, превратилась в поле бойни при правлении Кнуда. Но он, в отличие от своих вассалов, не закрывал на это глаза и не отрицал свою причастность к этому. Воинов, которые грабили и насиловали женщин, он без сомнений приказывал убить, отрезать им головы и сажать их все на копья в качестве примера. И это парадоксально. Путь, который избрал Кнут, в избегание бессмысленных битв, но сейчас он пропитан кровью, причем безрезультатно, ибо твердо и четко престол Кнут не удерживает, пока есть другие претенденты, такие как Этельред. Лишь после того, как Торкель сказал это прямым текстом, Кнут ужесточил свои методы, собственной силой как проявлением справедливости. Элдрик, который пытался откупиться от него 4000 фунтов серебра, получил ответ с насмешкой: слишком мало. Далее, показывая, что будет в случае отрицательного ответа на поставленные условия, вся Мерсия сгорит дотла. Вот чем Кнут запугал Элрика, и это и есть его подход. Касается он не только текущей ситуации, но и всей арки фермы. Он предпочитает сжечь город, но спасти или же контролировать целую страну, и делает акцент именно на агрессии, завоевании, чтобы получить большие территории и создать тот самый рай, о котором говорил в 17 лет. Но несмотря на устрашающие мотивы, он все же старался идти по пути наименьшего насилия и потерь. Именно поэтому он применял яд. Так умерли и Этельред, и его сын Эдмунд всего через 7 месяцев. Так он стал полноправным королем Англии. Через год он приедет поведать своего родного брата Харальда, того самого, которого когда-то предпочел отец. Он был тяжело болен и осталось ему недолго. Именно спустя год после полноценной коронации с Кнудом начнут происходить метаморфозы, и он станет видеть галлюцинации с головой собственного отца. Это было связано, конечно же, со старыми гештальтами, которые, видимо, остались, и последними словами короля, что корона — это ноша со своей волей, которая хочет две вещи: применять мощь и приумножать ее. И как бы Кнут не отрицал это или не говорил в юные годы, что сможет управлять ею, все его действия сейчас показывают обратное. Он применяет силу и приумножает власть. Старший брат, который и в детстве любил младшего, помогал ему в завоеваниях, даже давал ему свой флот. И когда Кнут полностью схватил Англию, Харальда резко подкосил недуг. Несложно догадаться, что именно Кнут отравил его, и это, пожалуй, самая спорная часть развития персонажа в плане морали и мотивации. Бесполезное насилие и убийство собственного брата, который ценил тебя на протяжении всей своей жизни и тем более оберегал. Все это из-за амбиций Кнуда, которые конкретно в данной ситуации не похожи на мотивацию принца в 17 лет. Человека, который плакал от того, что люди обделены любовью в своем сердце, и корил Бога за то, что он допускает ситуацию, где отец идет на сына, а сын на отца. Теперь же это не вяжется с Кнудом 1018 года, который не в состоянии справиться с волей одной короны, но берет на себя полномочия двух, как и отметил призрак его отца, который в данном случае визуализированные сомнения и страх. С двумя коронами твои страдания будут вдвойне сильнее моих. На самом деле он прав. Кнут боится быть отравленным, ему всюду чудится опасность и уже виднеются галлюцинации. Продолжая этот спиритический сеанс, он объяснился: идеальный мир можно создать лишь путем объединения двух государств. Два короля не смогут существовать в мире, это приведет к войне. Убийство брата было необходимой мерой обеспечения мира. Иначе говоря, цель оправдывает средства. Из данного диалога, помимо этого, мы узнаем также один немаловажный факт. Кнут принял самого себя через личину отца. Тот, кого он ненавидел, теперь его единственный настоящий собеседник. Это весьма иронично гармонирует со словами Рагнара: некоторые вещи можно понять только если потеряешь их. Что нам и демонстрирует Кнут, который раньше ненавидел отца, но эта ненависть прошла после понимания его положения. Ну и, конечно же, его потери. Подытоживая всю ситуацию словами: нам стоит заботиться друг о друге, ведь мы оба прокляты. Став королем Северного моря, Кнут столкнулся с основной проблемой каждого правителя. Это, конечно же, пополнение государственной казны. Войны, которые оставались целыми гарнизонами в завоеванных землях, должны были на что-то содержаться и что-то есть. Решение напрашивалось само по себе: либо повышать налоги, сея семена недовольства у простого люда, что опасно для любого правителя, чей народ не терпилы, либо конфисковать самые богатые земли, что в очередной раз показывает нам методы короля Кнуда. Ибо, цитирую:
Гораздо мудрее будет пожертвовать несколькими богатыми, чем провоцировать большинство других людей. Вариант с сокращением численности армии Кнут не рассматривал, ибо считал, что короля творит его меч, мол, на что способен король без армии. Это очень иронично слышать от человека, который понимал по своей сути Торса: «Я о понятии, что истинному воину не нужно оружие». Также всей этой ситуации добавляет ироничности легчайший способ найти решение. Ибо почти такая же сцена была со Сверкером и Рольдом, он же Змей. Когда тот спросил: «Как мне идти по пути меча?», ответ был прост и действителен: «Выкини этот чертов меч и живи свободно». Все это и переносимо на самого Кнуда, который ввиду тяжести своей короны не видит решения из сложившейся ситуации, только насилие. Над этой схожестью Кнуда и Свена надсмехается второй, его же отец, на что первый дает ответ: «Это все, чтобы построить рай на земле. Все, что я делаю ради моей потерянной любви», вновь отсылая нас к мотивации в 17 лет. С тем отличием, что сейчас Кнут нашел путь реализации своих желаний. Все это выражается в словах: «Сила и есть правосудие», которые подхватывает и подтверждает Свен в сознании Кнуда. «Нужно знать, кого убить, а кого оставить для будущего рая. Такова воля настоящего короля». Что в очередной раз доказывает, что образ Свена не что иное, как все плохое, что есть в нынешнем короле. Перейдем к финальной сцене. Связана она с человеком, который смог остановить Кнуда. Я говорю о Торфине. Напомню, король не желал отказываться от фермы, ибо решение и воплощало позицию меньшинства во благо большинства. Торфин спросил у него, осталось ли у него то же желание, что и во времена их подросткового возраста – создать рай для тех, кто настрадался в этой жизни. Кнут ответил, однако не сразу, через сценку, пытаясь своим статусом остановить волны моря. Нужно это было для того, чтобы приплести к его ответу Бога, который в состоянии заставить волны остановиться. Создать рай на земле равносильно тому, чтобы восстать против Господа. И все, что сейчас делает Кнут, не что иное, как восстание против небес. Его народ, викинги, издревле убивали и сжигали поселения. Путь в рай для них закрыт. И он единственный, кто смог бы создать этот рай. Для этого ему нужна сила, мощь, с помощью которой он завоюет столько земель, сколько ему нужно, и тем самым объединит расколотый народ, который Бог лишил любви, обрекая на страдания ради целей, которые им никогда не достичь. Кнут говорил прямо и честно, была ли это попытка восстановить старую дружбу или желание быть понятым бывшим товарищем, можете решить сами. Торфин же на стремление к миру через власть и силу ответил: «Я убегу от тебя». Этот ответ крайне удивил Кнуда, он даже переспросил: «То есть ты пришел сюда, позволил превратить свое лицо в мясную кашу лишь для того, чтобы дать мне наставление?» Короля пробило на смех. Он процитировал текущую ситуацию и положение Торфина, и от этого ему стало еще смешнее. Но он все же воспринял эти слова о побеге не как шутку, а как решение и продолжил диалог. «Куда ты будешь бежать, Торфин? Мои земли будут расти, и однажды я смогу достигнуть тебя». Карл Сефни же ответил: «Я буду бежать до другого края мира и создам там свое государство другими средствами. И те люди, которые не могут выжить в твоем мире, пока ты преследуешь свою цель, найдут приют в моем. Это будет ради нашей общей пользы». Иначе говоря, как Кнут и сказал, Торфин будет заполнять ту пустоту, которую будет оставлять после себя сам король Дании и Англии. После этих слов самые смешные переговоры в жизни Кнуда превратились в самые сложные. И цель, от которой он не желал отступаться, растаяла как снег весной. Все свое войско он забрал с собой, возвращаясь обратно, ибо нашел двух других, не побоюсь этого слова, друзей, которые преследуют ту же цель, что и он – рай на земле, пусть и другими методами. Эта мысль и заставила короля отступить, на время оставить меч. Вместе с этим нам стоит вернуться к началу арки. Кнут не желал отпускать свой меч, то есть расформировывать войско, и придерживался мнения «убей меньшинство, спаси большинство». Однако после диалога с Торфином он понял, как узко мыслил и распоряжался своей силой, которая у него есть. Иначе говоря, на мгновение понял суть фразы «истинному воину не нужно оружие». После он расформировал большую часть датского войска, чтобы уменьшить налоги англичан. Этот период станет переломным в его правлении, ибо большинство менее угнетенных жителей Англии станут считать его законным правителем.
То есть восстание удалось избежать, а цели были выполнены даже не прибегая к жертвам. На протяжении всей дальнейшей манги мы будем мало видеть Кнуда, ибо за 2 сезона он был раскрыт достаточным образом. Лишь изредка нам будут давать сцены с ним, как, например, в последней главе, когда на его землях началась эпидемия, и он был вынужден лично присутствовать и избавляться от своих же мирных граждан, каждый раз вспоминая Торфина и думая, как бы он решил возникшую проблему в такие сложные времена. Кнут — это один из лучших персонажей всей саги, которая еще раз является максимально взрослым произведением. Новый король Англии и Дании взят с исторической личности, так что ее вы с легкостью сможете прогуглить словами «Кнут Великий». Это некая антитеза, но в то же время и связанный персонаж с протагонистом произведения, Торфином. Они действительно имеют одинаковую цель — вернуть рай, которого нас лишил Бог. И Кнут действительно будет первым из правителей, кто сделает тот самый первый шаг к человеческому восстанию, чтобы вернуть то, что принадлежит им, по праву. Однако сквозь века человечество забудет стремление одного человека и докажет в очередной раз, что в сердцах людей не осталось любви, а предрассудки закрепились окончательно. Как печально, что мысль и стремления, к которым стремился Кнут, будут стерты его же словами. Сила и есть справедливость. С тобой был Рабаши, это канал про аниме и не только. Рекомендую к просмотру и другие мои ролики, если понравился этот. Также за спонсирование данного видоса спасибо Томми и другим шейхам, Марии и Насте в частности. Не забудьте оценить его лайком, это поможет как видосу, так и каналу. Заранее благодарю тебя и увидимся крайне скоро. Так что пока, Чумба.